Всем привет, с вами Дэн Электрозмей и небольшой обзорчик KNX панельки MDT BE GT2TW.02. Короче, это стеклянная кнопочная панель, там так криво тут перевела. Умная, смарт, все понятно. Значит, стоимость панели всего 160 евро. Не помню, на Мане они, по-моему, пришли 130 с чем-то. Ну, короче, там еще налоги, что-то туда-сюда. Короче, они, не знаю, это цена без налога внутреннего европейского или с налогом. Ну, в общем-то, цена хорошая. То есть, примерно за такие деньги можно в России купить простые кнопки. В чем ее достопримечательность? Значит, панель с кучей функций, с небольшим графическим дисплеем, вполне себе достаточным. У нее 6 рабочих кнопок и 2 поля, то есть ее можно, то есть 12 функций здесь сделать на этой панели. При этом можно сделать их 12 однопозиционных или там 6 двухпозиционных, там, например, как терморегулировки в какой-нибудь плюс-минус, шторы закрылись, открылись, диммер там меньше, больше, а можно просто включил-выключил. Вот эти 12 функций, их можно, они не умещаются на одной как бы строчке, да, тут всего 6 кнопочек у нас видимых. Это можно перелистывая странички, то есть здесь будет либо 2 странички на 6 функций, либо 3 странички по 4 функции, то есть верхние будут там какие-нибудь информационные, там тайминг какой-нибудь, температура. И вот здесь вот находятся скрытые кнопки, которые используются для программирования и для перелистывания экрана, перелистывания страниц кнопки. Вот, то есть они вот здесь вот, просто они здесь не подсвечены, ну то есть ничто на них нету. Вот, что еще тут из функций интересных? Здесь встроенный термостата, здесь внутри нету. Я не знаю, может быть, есть какие-то старшие модели. То есть бывает, что в кнопках термостаты встроены. То есть программного термостата здесь нет. То есть здесь есть управление температурой и есть термодатчик. Термостат нет. Здесь же, насколько я помню, есть датчик освещенности. Тоже она может там в зависимости от яркости освещения поярче светиться там кнопки и потусклее. Значит, здесь тоже есть датчик присутствия, то есть если к ней руку подносишь, панель загорается, чтобы в темноте она не раздражала глаза, то есть ближе к панели подходишь, она загорается, готовая к управлению. И есть очень интересный так называемый слэп функция, это когда ты рукой подносишь руку к панели, не нажимая какие-то кнопки, и у тебя срабатывает, например, какой-нибудь там дежурный свет. То есть зашел, например, в дом, чтобы там на ощупь не нажимать абы какую кнопку и там не смотреть, какую нажимать. Ты просто подносишь руку к панели, у тебя включился какой-то дежурный свет, потом ты такой раз уже свет загорелся, спокойно включил, если тебе надо там больше, например. То есть это как бы достаточно удобная функция. Или, ну, я не знаю, ночник там включить, еще что-то, чтобы ты там с просонья не щупал кнопки, просто поднес руку к панели, это удобно. Вот, здесь есть как бы также длинное короткое нажатие, возможность использования таких, можно всякие символы, можно загружать символы, ну, в общем, полноценная панель с кучей функций. Рассмотрим это подробнее уже в ETS-ке. Так, продолжаем знакомиться с панелью. Значит, у меня здесь уже в одном проекте они загружены. И приступим к просмотру с параметров. Ну, во-первых, она нам дает в первой строчке Hardware Selection. То есть мы смотрим, какая у нас там есть разные небольшие Push Button Smart 86 какая-то. И Smart Glass Push Button. Ну, у нас вот это первая. То есть тут универсальная, я так понял, аппликашка. Программы похожие, ну, можно здесь выбрать. Значит, что? Startup Time, Status Photography Request, Day Night Object Request. Ну, Day Night тут нужно для того, чтобы там она днем, ночью, там могли какие-то разные функции быть, притухал, бэк, вот этот задний свет, подсветка. Ну и Data Time тоже, она можно ее не подключать. Можно, если вы хотите, чтобы отображалась дата, время, и она там знала, когда ночь, когда день. То есть здесь включаем эту функцию, чтобы она, ну, как бы работала. Вот. И с какого-нибудь сервера может подаваться вот эта дата, время, она будет это. То есть панель сама не знает, сколько времени. Встроенных часов нету. Значит, меню. Здесь, к сожалению, есть только
немецкий, английский, французский, испанский. То есть русского я тут не вижу. Ну, в принципе, английский более понятен нам. Вот, все, значит, это в этих. Display setting, тоже day night. Font size можно больше, меньше там надписи сделать. Font size button, тоже лейблинг, который около фоток у нас сейчас маленькие. Если то long, подрезание будет. Короче, здесь всякие настройки на дисплее. Bright ambience, да, вот актив. Дисплей будет адаптироваться под яркость. Brightness level можно сразу выбрать, какой будет максимальный. Ну вот у нас тут 8 стоит, можно до 10. Минимальный brightness днем 10%, то есть если достаточно ярко. А минимальный brightness ночью 3%. Ну тоже это все здесь изменяемо, тут в любых пределах все это можно. Тоже можно яркость, он будет измерять яркость освещенности в комнате и сделать активным будет этот данный. Вот я сейчас сделаю active его ради интереса. Посмотри, появится у меня какой-нибудь slab button short present temperature temp. Не вижу я где здесь brightness, честно говоря. Temperature есть, вот температура включена, она показывает температуру. Time он здесь извне получает, дату извне. Ну, короче, это все нету здесь данных. Хорошо. Вот. Вот brightness. Вот он дает процентаж. Ну, не нужен он мне пока. Так, display switch off. Актив. То есть активно ночью. Это выключение дисплея. То есть, если им не пользуются. Вот. Разные цвета. Хвак статус. Тоже тут можно переключать. Ночь, комфорт, стендбай, protection. Ну, короче, разные тут варианты хвак статусов. Так, информация тоже на дисплее. Тоже color of operation legend standby. Standby белый. Можно сделать любой цвет. Time and standby. 20 секунд он уходит в standby. Тоже можно это время настроить. Standby display during day. Let behavior on. Сколько у нас лайнов? Одна или две? Тоже можно сделать тут две лайны и one статус элемент. Вот здесь вот у меня, например, один статический элемент. Внутренняя температура стоит. Можно откуда-то value брать извне. Вот статус value, появится строчка командная, то есть туда можно закинуть какую-то команду с другого прибора, там в Humanity, не знаю, освещенность, там что хочешь. Вот. Другую какую-то температуру или статус текст. В общем, если сделать вторую строчку, включить, там будет две строчки. Ну, я ставлю пока температуру, потому что у меня таймера здесь нету в этом доме. Значит, опять же, large. Indication level, behavior standby. Вот. И вот здесь status of value тоже мне пока это все не нужно. То есть все это message тоже не актив. В общем, мне это все не нужно, поэтому я это не подключал. Дальше, самое главное. Пошли кнопки. Первое, display mode. Вот они. Во-первых, функции. Если мы все вот эти отключим, вот как у меня, например, то есть у меня до 12 кнопок. И в данной панели у меня это столько не надо. Столько не надо. У меня первая функция single button, то есть одиночные кнопочные функции. Вот. Третья, четвертая тоже single button. Дальше идет two button. То есть two button, ну, значит, одну функцию обслуживает две кнопки. Вот у меня 5, 6, 7, 8, две кнопки. И если сюда зайти и посмотреть, значит, здесь у меня выключатель обычный. Если я хочу сделать длинные, я еще сделаю active длинные, и у меня там что-то должно измениться. Extra long key press. Еще extra long key press. То есть тут вон добавились длинные нажатия и очень длинные. То есть можно на самом деле на каждую кнопку сделать по 3 команды, которые будут включать что-то разное. Но мне здесь пока хватает того, что есть. Я всякие длинные нажатия не включаю. Значит, символ дисплея тоже он выбирается. Light General, это вот лампочка обычная, это выключено, это включено.
Вот, и сюда можно вводить текст. Тут тоже description сюда можно написать. Это удобно в самой программе, ты видишь, что у тебя эта кнопка включает. Потом здесь в группах, то есть у тебя вот она тут тебе там что-то дает. То есть не... Ну, удобно, короче. То есть у тебя... и у тебя в этот текст надписи появляется, да, на самой панели. Это не в программе, это у тебя дается в панели. У тебя напротив этой кнопочки будет там spots. То есть ты будешь знать, что ты включаешь. Видишь, у меня здесь треки. Третий у меня бра. Четвертый backlight, задний свет. Вот, а пятая, шестая, здесь я включил димминг. Базовые установки, тут можно что-то делать, какие-то вот тайм на длинные нажатия, там function name, вот люстра. У нас символ 1, символ 2 тоже вот плюс-минус. Ну тут можно стрелки, up, down, ну при желании, если нравится не минус, плюс символ стрелки можно поставить. Время нормальное. Вот, и здесь также, здесь просто вот как бы символы какие были, там ничего не подгружал и использовал. Вот. А седьмая, восьмая здесь включен режим HVAC, то есть выбор температуры, Comfort, Standby, Night and Frost Protection. То есть это HVAC мод. Бывает еще здесь Mode Selection, температуры Shift бывает. Но это зависит от термостата. В термостате, который подключен на эти кнопки, ну его команды, там не было шифта. Ну не знаю, может я не разобрался, не было. Там были только вот выбор как бы базовых вот этих температурных параметров. Вот, иногда удобно просто вот кнопочно там чуть меньше, чуть больше подогнать температуру. Вот. И тогда тут будет просто плюс-минус там, да, то есть так же как димминг, чуть добавил, чуть по. А здесь получается, что можно Mode Selection. Ну, вот так вот сделано. Все. И Slap Function здесь в данный момент Long Key Press, Slap, Short Key Press тоже тут можно. Длинное, короткое у них прислонение. Что там, на какой цвет изменится дисплей. Он у меня здесь сейчас вот Slap Function, например, не запрограммирован. Его можно тоже подвязать к какому-то свету, какому-то там ночничку, например. И то есть просто прислонением ладошки к панели будет включаться данный свет. Дальше здесь что у нас есть? Есть у нас можно по-всякому. Там сейчас на самом деле все очень просто. Здесь команды, если посмотреть. Ну и статусы у них есть. Есть статусы, да. Но здесь как бы LED все сделано по умолчанию. Какой есть LED, Basic Setting, белый, Lock Object нету, Behavioral LEDs, Not LED Objects. Вот. Короче, он поначалу идет белый, и он на какой-то там переключается. Вот LED 1. Вот. Button White на Black. White на Black. То есть нету никаких, это можно все поменять. То есть каждый LED можно сделать там не Black, а там Green, Red, то есть любой цвет. Вот. LED A, B это нижний. Все, это который под кнопками находится. Логика. Нужна логика, можно AND OR использовать логику. Причем здесь 4 группы логические. Нам они не нужны, мы их пока не используем. И температура. Она у нас Active. Measure 0,2 градуса. Здесь graduation стоит, можно как угодно сделать. 0,1 можно даже. При изменении на 0,1 она будет отсылать информацию. Значит, можно, чтобы не так загружать линию, можно делать 0,5, например, или 1 градус. Все так. В цикле 20 минут она отправляет через каждые 20 минут информацию. Значит, сенсор internal, external, ну, я не знаю, здесь нету в кнопке у нас внешнего. Я так понимаю, что ну да, не буду я сейчас забивать. Вот, если я поставлю пополам, то можно еще взять данные где-то с сенсора с внешнего, ну, с другого, не внутреннего, и появится еще объект, где будет средняя температура с внутреннего и какого-то там еще.
Ну, или с какой-то другой клавиатуры, например. То есть, если в комнате одна около двери, другая около, там, не знаю, входа, другая около выхода, где-то будет теплее, где-то будет холоднее, посередине будет средняя температура. Чтобы вычислить, можно с двух точек взять ну, вот. Calibration, Upset Mesh Value, Octave, Lower Message. Ну, короче, можно сделать, что если у тебя будет слишком там превышенная температура, вот здесь она с 20 начинается, например, и пошла там до 45. Это очень тепло. А здесь наоборот до 30, да, то есть можно сделать сообщение, если температура станет меньше или больше какого-то значения, то есть, ну, типа аларм. То есть тоже удобно иногда, когда какую-то сигнализацию можно запрограммировать, что с панельки придет команда куда-то там на смс какой-нибудь модуль, он отправит вам смс, что у нас в комнате температура стала больше 40 градусов, какая-то херня. Имеет смысл там приезжать или звонить специалисту. Так, посмотрим. Ну что, здесь все обычно. Вот F1, она кнопка у нас включена, адрес включения, адрес отклика, вторая то же самое, третья, четвертая то же самое. Димминг, ну еще тут деммирование команды 1-битные, 4-битные и статус деммирования 1-байтный, процентаж, на сколько процентов было это все деммировано. Вот, то же самое, модули Flag Mode кабинет, 1-байтная команда, которая включает уже режимы в термостате, то есть она через эту команду понимает, какой из режимов включен. Кнопочки дают эти режимы, то есть переключают уставки. А здесь она показывает статус. Ну, отклик от того, что переключилось. Все. Больше Slap Button у нас не подключен. Ну, есть место под него, я ничего не программировал, надо понять. И все, больше у нас ничего нету. То есть такая, в принципе, достаточно простая панель, но все, что надо для управления светом, температурой, шторами и там чем-то еще, и даже музыкой, все это есть. И как бы вот так вот. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, запишу еще видео.